весело на чемоданах встречать Новый год. С днем рождения, моя красотка, богиня моя. Изменник коварный вернулся. Прощай. Зацелую твои рученьки твои, зацелую твои губки твои. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами находимся в парке Сокольники. Вороны каркают, говорить не дают. И по многочисленным просьбам моих зрителей сегодня у нас в гостях наша многолюбимая и уважаемая Валентина Ивановна. К ней накопилось очень много вопросов. Вы все спрашиваете, как, что, почем и когда. Ну и вот Валентина Ивановна любезно согласилась рассказать немного о себе. И сейчас мы ее немножко поспрашиваем. Здравствуйте, Валентина Ивановна. Здравствуйте, здравствуйте, милые телезрители. Как самочувствие, как настроение? Самочувствие хорошее, настроение тоже. Весна, значит, будет радостно. Выглядите шикарно, Валентина Ивановна. Спасибо, стараюсь. Так, ну и спросим, Валентина Ивановна, 23 февраля этого года вам исполнился 91 год, Один правильно? год, да. Пошел 92-й год. Пошел последний десяток. Что значит последний? Ну, как говорится, в природе все взаимосвязано. До 100 лет даже, конечно, здорово. Будем надеяться, но мы предполагаем, а Бог располагает. А Валентина Ивановна, а вот 91 год, это по паспорту, а вот по жизни вы чувствуете этот Нет. возраст? К сожалению, нет. Что За значит, это- к сожалению? Потому что меня многие за это ругают. Кто? А потому что я, во-первых, одеваюсь не так, как должны одеваться бабушки в 91 год. Нет, я одеваюсь так, как считаю нужным, Вы- как мне комфортно. Вы меня удивили, я думал, наоборот, скажете, к радости не чувствую этого возраста. А вы взяли и сказали, к сожалению, и только из-за того, что вас ругают. Ругаю. Из-за того, да, я не чувствую. А проигнорировать, если их? Я стараюсь, но бывает больно. Бывает больно, люди не понимают. Понимаете, вот я хожу на каблуках. Я не потому, что я выпендриваюсь, не потому, что я хочу что-то... Вот и там- сейчас, Это кстати, так могу себе. показать Это рабочий. небольшие. Это рабочий, небольшой. Мне просто ноге моей удобно. Я могу себе это позволить. Да, я хожу на шпильки. Я не только на ней танцую, я на шпильке обычно и хожу летом. Мне удобно, мне комфортно, мои ноги от этого не страдают. А многие говорят, что вы выпендриваетесь. Да, многие говорят, да, пора бабку, обуть в кроссовки. А я не хочу кроссовки, мне в кроссовках неудобно. Ну да, если вы всю свою сознательную жизнь Всю свою проходили. сознательную жизнь на каблуках. Валентина Ивановна, расскажите немного о себе. Когда и где родились? Я родилась, как вы сказали, 23 февраля 1934 года в Москве. Я дитя войны. Коренная москвичка. Коренная москвичка. Я родилась на Малосеменовской улице, недалеко, где теперь вот электрозавод Да. и так далее. Там прошла в коммунальной квартире, где было 7 комнат, где была маленькая кухня, было печное отопление. То есть войну ту, первую нашу Великую Отечественную, я познала сполна. Было и затемнение, и были полоски, заклеенные окна, были бомбоубежища, были тревоги, была карточная система, было холодно, отапливать было нечем. Все сполна хлебнуло. И в школу я пошла в 43-м году, в 1 класс, и то еще было очень сложно. Тетрадок В Москве не было. ходили? В Москве, не да. эвакуировались никуда? Нет. Получается, Валентина Ивановна, То есть 7 лет вам было, когда 7 лет началась Великая война, Отечественная. и я всю войну пробыла в Москве. Даже когда мы были отрезаны, когда мама оказалась отрезанной, папу эвакуировали с заводом в Куйбышев, и у меня на руках оказался 2-летний брат. И я с ним в коммунальной квартире, мне 7 лет, а ему 2 года. И вы вдвоем Да. жили? Да, вдвоем, пока мама не вырвалась через заслон. Потому что Москву отрезали, была Ага. оккупация. Это, как это называется? Окружение, ну не... Да, да. И она прорывалась, только с трудом прорвалась. И вот Борька у меня, ему царство теперь небесный, брат у меня рано умер, на руках у меня был. Ну, в коммунальной квартире жили дружно, они помогали мне. Соседи.
соседи, да, мама вырвалась, понимаете, но я не могла, девчонка, мне 7 лет, я его маленькой, худенькой поднять даже не могла. Все, и в бомбоубежище я с ним не ходила. Мы с ним сидели на кровати, прижавшись друг к другу, и пережидали тревогу. Понимаете, в чем дело? Ну, А потом приехала мама, мама да? приехала. Она не забрала вас с собой в Куйбышев? Нет, или она Нет, осталась? в Куйбышеве был один папа с оборонным заводом. А мы, мама, я и Борис, были до конца войны в Москве, никуда не уезжали. Мы были в Москве. Так, в 1943-м вы пошли в первый класс. Первый Это класс. получается, вы даже немножко отстали на по год возрасту. по возрасту я отстала, потому что тут Не была было такая возможности. перетрубация, понимаете, и все. Я пошла позже на год, да. На год. Сколько классов закончили? Все 10. Все 10. Все Я так 10. просто спрашиваю, просто в то Все время. 10. С 43 по 53. В 53 году окончила, поступила в МГУ, сдала все пятерки, 25 из 25. Ну, И отлично. собеседование прошла на исторический факультет, и который я и окончила. Сколько в МГУ учились? Сколько я училась? Лет. 4 с лишним года. Тогда Ну, 4 с почти, лишним года. почти Да. 5, да? Да. Ну вот, закончили вы Московский госуниверситет. И да. сразу, тогда было свободное распределение. Меня Обязательного не было. Не было. И меня определили, я пришла в РАНО, Сталинского тогда района, еще был не Первомайский, а Сталинский район. Пришла в РАНО, ну и что? Это, РАНО это что? РАНО, отдел народного образования. Районный отдел Да, народного да. образования. И меня с моим университетским дипломом определили в школу-интернат для детей, родителей, которые были лишены прав. И я стала работать на улице Кирпичный, дом 13, в школе-интернате, где и проработала 4 года с этими детьми. Кстати, я была очень благодарна своему первому директору Давидовичу, который научил меня, как говорится, относиться к таким детям, понимать их, идти им навстречу. Вы знаете... А сколько вам тогда лет было, я перебью? Ой, надо посчитать. Это, 53-й это... Я окончила в 57-м. 57-м. Но это, А вы с 34-го, 34. 23 года вам получается. 23 года было, да. Вот. Отмотаем немножко обратно. Да. Вот вы вне камеры рассказывали, что в войну работали санитаркой. Нет, там. санитаркой не работала. Не санитаркой. Нас просто водили в госпиталь, поговорить с ранеными, написать им письма, что-то почитать, кто не мог читать. То есть мы не были санитарками, мы просто как бы, были отвлекающей силой от их боли, от их дум, от их этих самых. То есть мы были такие, которые помогали им немножко Ну да, дети, вы забыться. фактически дети. Да, Да. мы же дети, понимаете, вы все это самое, все уже. Так что мы им помогали. Но надо сказать, вот я рассказывала, да, когда вот были бомбежки, у нас же бомбежки нашего района были. У нас бомба одна упала рядом с нашим домом. Ее планировали на 45-й завод, который находится на Семеновской. Фрицы Но он промахнулись. промахнулся и попал в детский сад, который был полностью. А в саду были в это время дети? Конечно, это был тихий ужас, но а мы в это время были дома. Мы недалеко находились от этого места, нас подбросило, мы на кровати сидели, нас подбросило до потолка, выбило все стекла и сбросило на пол. То есть, как говорится, отделались легким испугом. Испугом, да, потом вот это не было. пострадали. Это было, да. И надо сказать, что у нас двор-то весь состоял из коммунальных квартир, теперь там все снесено, и построено большое общежитие для автомеханического университета, МАМИ, которое называется. Все наши дома снесли под корешок. А вот мы тогда жили дружно, и надо сказать, что, говорят, не верят нам, а мы зажигалки тушили. По крышам лазили, дежурили. Да, на крышу лазили, потому что взрослые там поставили песок, поставили совки и все. Они же на работе, понимаете, в чем дело. А мы такие... мы даже тоже и тогда возраст не чувствовали. Тогда уже, скажем, уже 8 лет, 9 лет, 10 лет, понимаете, все это делали. Так что тушили даже эти зажигалки. Все было. То есть, и даже один раз, вот я говорю, почему я знаю войну по ужасу? Потому что вот хлебные карточки были, они 3 декады. И от каждого этих листа отрезалась декада, и она отоваривалась. И вот я пошла отовариваться и потеряла целую декаду. Я потеряла на 10 дней. То есть, можете себе представить ужас Это нашей трагедия, семьи и трагедия потерять на 10 дней. Это было страшно. Запомнила на всю жизнь. Больше не теряете ничего. Нет уж, теперь, конечно.
Так, ну и продолжим. Вот начали вы в этом, в РАНО, да, в Нет, в школе-интернате. школе-интернате проработала 4 года. Там вступила в партию. Я была членом партии. КПСС. Да. Потом меня избрали секретарем сначала комсомольской организации, потом секретарем партийной организации. Вот. А после 4 лет я перешла уже работать по... Там мне дали только Куда? 2 часа истории мне дали в школе-интернате. А, в 2 школе, часа, да. А потом я перешла в 444-ю школу математическую преподавателем истории, где уже у меня были с 5 класса сначала по 7, а потом полностью я работала 9 и 10 класс, выпускные классы. У меня Преподавателем. были. Преподавателем, там уже настоящие истории, все, да. Вот, там я тоже проработала несколько лет, и после этого я была переведена на работу, теперь эта организация не существует, в райком партии. Я работала в райкоме По партии. партийной линии Да, пошли. по партийной линии, да. В отделе агитации и пропаганды. Ух ты. Да, где я проработала почти без 3 месяцев 10 лет. 10 лет. Потом начались, как вы знаете, сложные времена. Все это там туда-сюда, туда-сюда. Очень было сложно, работы не было. Это какие годы уже, получается? 90 хлынуло, когда Да, Михаил уже. Сергеевич Да, перестройку когда обозначил. Уже всё, да, уже пошло все, да. И я пришлось поменять профиль. И я перешла Вы на ушли работу. из Да, преподавательской деятельности. да, Ой, да. с, Пенсия у меня уже была. ну и партия ведь развалилась тогда. Всё, а уже все кончилось. Кстати, вот я хочу сказать, я свой партбилет не сжигала, сжигали. как некоторые. Я заплатила за 10 лет вперед. Взносы. Будет, не будет, понимаете? То есть я, работая с людьми, я работала с людьми. Всю жизнь я работаю с людьми. Я работала с людьми. И вот, понимаете, в отделе агитации и пропаганды я работала с письмами трудящихся. И по мере возможности я помогала людям. В чем? Устроить в больницу, достать лекарства. Даже были такие моменты, скажем, мне попался один молодой человек, который, напомню, за всю жизнь, родственники его зажали и хотели отобрать квартиру. И они это сумели тогда сделать, запихнуть его в психушку. Представьте себе в те времена Да. снять психиатрический диагноз. А мне это удалось. Я сняла с него его восстановили в правах. Ему дали однокомнатную квартиру. Он устроился на работу. И я никогда не забуду, когда он ко мне пришел в кабинет, он обнимал меня, целовал Поблагодарил, да. и говорил, в конце концов, я живу. Вы понимаете, сгноить меня, а я хочу жить. И он жил. И таких моментов было. Например, там невозможно было астматикам достать лекарства. Я все силы прилагала, какие у меня были, чтобы эти лекарства достать этим ребятам, помочь этим ребятам. Вы понимаете, поэтому много ругают нас там за это. Вот такие, сякие. Но не все так было плохо. То есть работая в отделе агитации и пропаганды, я помогала людям. И я нисколько не жалею, что эти годы я там провела. Ну вот, а потом я поменяла профиль. И вы не переобулись, как многие там начали сжигать партбилеты, в демократию подались. И я сейчас никого не хаю, Не ругаете. ругаю. Люди везде разные. И на заводе, и в научно-исследовательском институте, и где угодно. Есть и такие, и сякие, и эдакие. И в райкоме партии. Да, в райкоме партии были карьеристы. Я не отрицаю. Были люди, которые шли, как говорится, по головам ступеньки подняться. И были очень хорошие люди. Вот я и мое окружение, с которым я дружу. Кстати, у меня сейчас вот 2 подружки. Одной 94-95, другой 93-94. Вместе работали? Из той же оперы. Одна работала в орготделе, а вторая, значит, тоже в отделе по работе с высшими учебными заведениями. Так что, как говорится, и они сохранили, как говорится, уважение людей и сохранили связь с людьми. И даже я вот сейчас иногда, меня узнают по голосу. Я иногда разговариваю в магазине довольно громко, учительский голос поставленный. Да, вдруг я вот слышу. Вдруг оборачиваюсь, говорю: ой, Валентина Ивановна, это вы. Я говорю: да, это я. И вот уже я своих учеников бывших встречаю на палочках, на костылях, на ходунках. Я их встречаю. Сколько лет-то прошло. Они-то у меня выросли тоже. Время идет, бежит.
Не все же доживают до такого возраста. И поэтому мне, конечно, обидно бывает читать, когда я читаю о себе, а вот она Комментарии, танцует потому, что всю жизнь ничего больше, чем пера, ручки в руках не держала. А я И тяжелее держала- стакана ничего не поднимала. я типа. держала все. И все. И стирала, и готовила, и убирала, и воспитывала, и все делала. То есть, да, большого, там, чисто физического труда, да, я не раб. Нет, ну, годы войны когда, пожалуйста, на картошке я была. На картошке я была, и сахарную свеклу я полола. И полола, да, и горох я собирала, это в летнее время. Все это было. Но это не постоянно, потому что я москвичка. Я только приезжала, Ну да, и бабушке старой помогала. Вот так. Наступили сложные времена, И партия я- начала разваливаться, Да, и я а Горбачев да, всё. объявил Да, перестройку. Да, и я И пошла искать себе работу. И я нашла себе работу в издательстве. Первой организацией, которая я поступила на работу, была Гордарика. Тоже у прекрасного руководителя, у Савельевой. Очень. Она меня взяла без опыта, без знаний, без всего. Давайте, говорит, Валентина Ивановна, попробуем. Я говорю, давайте попробуем, потому что это мне не свойственно. а вы на И какой должности там были? я сначала была взята как этот самый, господи, не методист, а Ну, вот что-то выскочила типа, из головы. ну, ничего страшного. Ну как сейчас работают менеджером, А, господи, менеджером. Для меня это слово не привившее. Просто менеджером. Мне дали задание. Я на него смотрела, как баран на новые ворота. Я не знала, как мне делать. Мне подсказали. А вот девочка, которая сидит за тем столом, молодая девочка, она это выполняла. Я подошла и говорю, Танечка, мне сказали, что вы эту работу выполняли. Нет, я никогда этого не делала. Ну, я отошла, как оплеванная. Села Ну, за принципиально не стала помогать вам. не стала, принципиально. Села за стол, взяла голову, руки и думаю, так, Семенова, вперед. Ты что, дурее других? А ну-ка вдумайся. Я вдумалась, посмотрела, прикинула, начала. Через 2 часа я выполнила работу. И прихожу к Савельевой и говорю, вот, пожалуйста. Она говорит, вы что, Валентина Ивановна, не хотите, уходите? Я говорю, нет, я выполнил. Как? Я говорю, так, все, абсолютно. Если у меня сначала назначили одну зарплату при начале, через неделю мне назначили совсем другую зарплату. А через год я уже была замначальника отдела в этом издательстве. И вот эти девочки, которые не хотели мне помочь, В вашем они уже подчинении. начали со мной работать. Но я им, как говорится, это не припомнили. Не припомнила, нет. Вы не злопамятный Нет, человек. я не злопамятная, нет, абсолютно. И вот там я проработала. И вот фактически после этого я перешла в другое издательство, больше, это немножко сокращалось, я перешла в большее издательство. В издательстве я проработала 18 лет. И работала я до 82 лет. До То есть 82 года вы ушли Только на пенсию? 82 года я ушла на пенсию, да. Вот так, дорогие зрители. А кто там пишет, что ушла на пенсию лет 40 назад, а всего Нет, 82? 82 года. И то я бы еще поработала, я бы и сейчас могла бы работать, но была замужем, а муж сказал, в конце концов, хватит, давай поживем для себя. То есть он настоял, и я вышла на работу, с работы ушла из-за него, чтобы побыть с ним, потому что он был старше меня. Вот Всё. вы сейчас сказали про замужество. Немножко расскажите о своем семейном положении. Ну, расскажите то, что считаете можно рассказать. Ну, что я- нет, то и не говорите. Ну что, в общем-то, я, как бы вам сказать, у меня был студенческий брак, который Это как? так продлился 3 месяца. Я была замужем первый раз 3 месяца. Всего. Через 3 месяца Студентами были? когда? студентами были, да. А, Я студенческий брак, я думал, что-то новое. развелась. Через 3 месяца я развелась с первым мужем. Там были веские причины, потому что там на него очень действовала плохо семья, и он не хотел меняться. А я не хотела, как говорится, чтобы это были неприятности для меня. А потом Это во время еще вы в МГУ, когда учились, да. получается? Нет, я училась в МГУ, а потом я же и в МГУ познакомилась со своим вторым мужем, с которым прожила больше 50 лет. Ух со ты. студентом.
студентом, да, с Андреем Петровичем, да. Студентом он был, когда познакомились. Да, И 50 лет вместе прожили. Ну, он, как говорится, он старше был меня, он после армии, которой он 10 лет отдал. Он был Намного старше был вас? На 7 лет. На 7 На лет. 7 лет он был старше меня. Мы познакомились, поженились и прожили всю жизнь, пока вот он не умер. Все. Мы больше 54 года фактически мы с ним прожили. Вот он умер. Все, я осталась одна. Дети? А? Дети? Один сын. Сын у вас есть. А то пишут, у них детей Нет, нет. один Сын у вас есть? Нет, один сын, которому в следующем году будет 70 лет. Сын один. Есть внук, которому скоро исполнилось 45 лет. Уже, наверное, правнучка. Есть правнучка, которой 16 лет, и правнучка, которой 8 лет. То есть у вас один внук и 2 правнучки Да, еще. да, один внук Вот, и 2 правнучки. дорогие друзья, Да, пожалуйста. Все это есть, как говорится, но как у всех в семье, все свое. Молодые должны жить самостоятельно, в жизнь молодых не вмешиваться, и все. Как они хотят устраивать свою жизнь, так они ее и устраивают. Все. Ну и Я правильно. стараюсь по силе возможности. Просят, помогаю. Не просят, не лезу. Не лезете. То есть я Ну а так вы общаетесь со своими внуками, правнуками? мало общаюсь, потому что у каждого своя жизнь. Потому что получилось тоже не очень сложно, понимаете, как говорится, там из-за отношений сына с его отношений. У него это самое был первый брак или сын от первого брака, а сейчас у сына второй брак, где нет детей, понимаете. Поэтому здесь несколько сложные отношения, но они нормальные отношения, но сложные. Вот так. Понятно. Так, а вот у вас был Марк. А Марк, это я познакомилась... Вот, вы на танцах, по-моему, с ним, А нет? получилось так. Когда умер у меня мой муж настоящий, с которым я долго прожила, я долго никуда не выходила, потом вышла в Измайловский парк, пошла посидеть на лавочке. Сидела на лавочке, читала книжки. И мимо меня проходили дамы, разодетые в пух и прах. И я спросила, куда это они идут? А говорят, а там пятачок есть, танцы. В Измайловском парке? В Измайловском парке. Я пошла, посмотрела этот пятачок, спряталась за деревья, никуда я не выходила вообще, поглядела. Ну и стала так ходить со стороны, смотреть. А потом мне говорят, слушай, а что ты здесь ходишь, так смотришь? А есть сокольники, есть сокольники. Не Да. помните, какой это год был? Так, если Ну, хотя бы приблизительно. Сейчас скажу. Вот мы с Марком прожили 14 лет, вот он только умер в прошлом году, в 24-м, вот отбрасывая... 14 лет, Где-то это это- 10-й год, получается, Да, 2010 да, год. приблизительно такой, и все. А познакомились мы с Марком очень интересно. Я работала в издательстве, а его очень интересовали книги Боккаччо и еще Ерофеев. И он нигде не мог достать. И ему подсказали и говорят, а вот женщина, которая работает в издательстве, возможно, она тебе поможет. Он ко мне подошел, у него была еще совсем другая дама танцев, и говорит, вы не можете мне купить, достать? Я говорю, вопросов нет. Я пришла на работу, заказала, мне курьер привез, на следующие танцы я приношу, ему отдаю, он просто опешил с такой скоростью. Он месяцами искал, найти не мог, он получил через неделю. И потом он стал ко мне приглядываться, и все, потом стал приглашать на танцы, и все такое прочее. Все эти танцы все в Сокольниках были? Да, или это в Сокольниках. еще куда-то Нет, ходили? сначала в Измайлове. А. Книжки я ему достала в Измайлове, Измайлово. а потом в Сокольниках. Ну и с этого все началось. Начал уже больше... Он, кстати, несмотря на то, что он был простым токарем он был. Он очень был начитан, очень эрудирован. Он знал ему хорошо музыку, он знал хорошо литературу. С ним было интересно даже поговорить. И вот мы очень часто стали разговаривали, ну и договорились. Я, как сейчас помню, я уехала в Ленинград в командировку. Он знал, что я уехала в командировку, и он узнал, когда я приеду, все. И я выхожу у нас в Москве на Ленинградском вокзале, и вдруг стоит мой Марк Леонидович с цветами и говорит, а я вас встречаю. Я говорю, да, а почему? А я, говорит, так захотел, так надо. И такси ждет. Я говорю, никакого такси, метро работает, у нас прямая линия. И потащила его на метро. И он говорит, а я приготовила ужин.
Я хочу, чтобы... Романтический. Да. А ужин был романтический. Я впервые так оказалась в его квартире, где был накрыт стол, где были цветы, где были свечи. Было все очень-очень интересно и все такое прочее. С этого все началось. И получается, вы там остались на Да. 14 лет. Да, я осталась на 14 лет. Но я ему во всем помогла. Абсолютно. Ему, как инвалиду и участнику войны, предложили... Он участник войны был, да? Да, Он постарше вас был? На 7 лет. Он на 7 лет. Он ушел добровольцем 16 лет в армию и прослужил. Он даже японскую захватил. Ух ты. Он даже на японскую. У него очень много наград. Я же приносила альбом, показывала. А, я видел, да, видел. О нем же снят фильм, который на Поклонной горе о нем показывает, как рядовым прошел вот войну и даже японскую захватил. И вот ему предложили капитальный ремонт квартиры. Я все взяла на себя. Я отремонтировала ему квартиру, абсолютно. Все делала для того, чтобы именно последние годы его жизни он прожил совсем по-другому. Потому что у него очень было так, очень, скромно. Жена у него рано умерла, он без жены уже был 20 лет. Были женщины, А у него говорится. дети... Да, у него тоже один сын. Сын тоже, да? Тоже один сын. Сын живет самостоятельно, как все сыновья, сами понимаете. Да. Позвонил, жив и ладно. А я все взяла на себя, все перевернула. А сколько ему лет было, когда он умер? 80 копеек. Если он в 96 умер, Умер в 96, да. 96? В 97 он умер, 97. исполнил 98, а мы 14 лет. Не, я спросил, сколько ему лет было, когда он умер? 97. 7. Ему исполнилось 97, и он умер на следующий месяц. Да. Ему 22 марта исполнилось 97, а 21 апреля он умер. То есть он прожил месяц только в этом году, в следующем году. 97. 97, да. И потом, как говорится, все было все хорошо, если бы не его болезнь. Он же до последнего года мы с ним ходили на танцы, а потом уже с января, как лавина, пошла, и все уже, тут уже все, ничего сделать было нельзя, и он умер. Вот в этом 21 апреля сейчас будет год. Валентина Ивановна, какая у вас какие любимые у вас книги, авторы? Есть Знаете, такие? сейчас любимых авторов в последнее время у меня не было. Я записана в 2 библиотеках, и мне в этих библиотеках все время подбирали новинки, которые сейчас выпускаются. И я как бы была рецензент, знаете, рецензии давала. Тем и более говорила, вы это в издательстве можно, работаете. это нельзя. То есть я именно пошла. Всех современных я сейчас читала. Некоторые нравились, некоторые не нравились. Сами понимаете, Донцову там поначалу прочитали, да, остановились. Маринина остановились, понимаете? Понимаете, у Маринина меня одна книга поразила «Не мешайте палачу». Это книга, которая действительно о многом заставляет задуматься. Из всех. Остальное... А классика? Семечко. Классика, само собой. С классикой же пришлось мне, когда я училась, абсолютно все, и итальянскую, и испанскую, и римскую, все же это все читать и читать. ваша специальность. Это все. Я уже не говорю, что когда мне очень лихо, я беру Чехова, беру Куприна, все, Лермонтова беру. Я не очень люблю Пушкина. Почему? Не знаю. Гений это наш гений, признан, да, вам не нравится? Нет, не то, что не нравится. Не любите. Я перечитала все, но чтобы взять и снова... Нет. Льва Толстого, например, Анну Каренину я прочитала, скажем, сначала в 25 лет, потом 45 лет, а потом 50 с лишним лет. А разная была Анна Каренина, разные к ней отношения. В разном возрасте разные отношения. В разном возрасте понятия Как ты переосмысливаешь все это. Да. Музыка, Валентина Ивановна, какие певцы вам нравятся? Может быть, классика, современные? Что можете сказать? Современную, само собой, так как я танцую, как говорится, современную я и не чураюсь. Но я, например, когда жила с мужем, мы жили на улице Горького, теперь Тверская. У меня всегда были абонементы в концертный зал Чайковского. Я, предположим, например, органная музыка. Бах у меня весь с Гарри Гротбергом.
я прослушала весь абонемент от начала до конца. Дальше, скажем, ансамбль Моисеева, все концерты, ансамбль Березка, все концерты. Дальше прибыли тогда дни индийской музыки. Да. Все это было абсолютно. А потом, конечно, например, там театр эстрады рядом, он же был, все спектакли абсолютно. Дальше, кстати, «Современник», который прям вот Пекин. Он в бывшем Пекине, а потом кто на чистый. Все. Кто из артистов вам нравился или нравится больше? Там Олег Ефремов, например, там, или Олег Табаков, или какие-то у вас были такие вот любимчики? Или Вы знаете, я из всех больше даже выделяла Михаила Казакова. Михаил Казаков. Да. Покровские ворота. Да. Я его больше выделяла. Табаков, понимаете... Не, это я так и сказал. Нет, он как очень пример. Приятный, очень Кот добрый. Матроскин. Да, очень такой юморной, вы понимаете, с ним отдыхаешь. Понимаете, отдыхаешь, все абсолютно. Так что «Современник» любила тоже очень, понимаете. Даже сейчас я хожу в Дом музыки. Когда есть, вот скажем... Дом музыки это на Таганке? Нет, Дом музыки Павелецкая. Павелецкая. Вот, например, Бутман, джаз. Игорь Бутман. Да, обязательно. На концерт иду. Дальше это самое. Москонцерт в районе 3 вокзалов. То же самое. Если концерт подходит, мы с друзьями берем билеты, там можно билеты купить очень дорогие. Даже до 500-1000 рублей идешь. Но уже вот сейчас джазовые концерты, новых, современных, понимаете? Вот последний я была на концерте, самое, как бы сказать, брали классику джазовую, американскую, но переложили, как бы адаптировали к нашим условиям. И зал не очень хорошо принимал. То есть мы привыкли или уж буги, твист и все, Армстронг и все остальные, понимаете, но это наше поколение, знаете. Вот в Доме музыки я попала на джаз-концерт, я просто прибалдела. Публика была приблизительно моего возраста, молодежи было мало. Но если бы ее посмотреть и снять, и сказали, вообще, что здесь происходит? Бабульки и свистели, и кричали, и ногами топали. То есть оркестр завел абсолютно. То есть все вспомнили свою молодость, независимо от возраста, понимаете? И вели себя вот именно как ведет молодежь на своих концертах. И это было приятно смотреть. И очень здорово. Валентина Ивановна, как вы считаете, вы компанейский человек? Да, я люблю компанию, но люблю и отдыхать одна. Но компанию я люблю. Но понимаете, компании рознь. Я сохранила связи старые, с которыми я дружу 50-60 лет, понимаете, все. Новые компании, сейчас, когда вот я пошла на танцы, стали новые компании, понимаете, а люди-то уже не те. Не те. Что вы имеете в виду? Дружба уже не та. Дружба уже не та. Могут легко предать. И даже не замечают этого. Вы понимаете? Вот я сейчас с этим сама столкнулась. Почему? От чего? То есть нет никаких причин, как говорится, там ссориться, что-то делить и так далее. Люди стали необязательными. Очень необязательными. Вот если я пообещала, что я сделаю, я в доску. В лепешку расшибусь, но я обязательно сделаю. Я ведь до сих пор, например, помогаю своим бабулькам во дворе. Я помогаю им. Каким образом? Как? А меня просят: Валя, ты не можешь мне купить хлебушка? Ради бога. В смысле, ходите в магазины? Конечно. Так они младше вас, наверное. Да, и покупаю хлебушка, молочка. Или я заказала лекарство в аптеке, а соцработник придет только через день. Не можешь мне принести? Конечно, могу. Не могу. И приношу. Валентина Ивановна, вот расскажите секрет вашей молодости. Секрет вашего долголетия. Я люблю жизнь. Я просто люблю жизнь. Я люблю людей. Понимаете, я никогда не была завистливой. Я, наоборот, радовалась и была счастлива, когда у людей все получалось. Вот у меня этого нет. Ну и что у меня нет? А вот у него есть. И он счастлив и доволен. И слава Богу, что у него хорошо. И все. То есть я, как бы сказать, вот, наверное, мне это и помогало. Наверное, Бог за это меня любит. Понимаете, в чем дело? Что я никогда не была завистлива, не делала гадости людям. И всегда была, как говорится, на подхвате. Если надо все, поехать, пожалуйста, принести, пожалуйста, сделать, пожалуйста. Меня это
мне это не в тягость, даже сейчас. Валентина Ивановна, а вы соблюдаете какие-нибудь диеты, вот, Никогда. когда и кушаете, едите? Никогда. Всё, едите всё подряд? Ем все, что хочу. Могу ночью встать, мне хочется кушать. Я беру котлету, беру кусок хлеба и съедаю и ложусь спокойно спать. Хлеб я вообще обожаю. Я могу целый батон с вареньем съесть. То есть диет никаких не соблюдаете? Никогда. Никогда. Едите все подряд Все подряд. и больше двигаться? Двигаться много. Потому что вот мне навязывают социального работника. Но они же видят, 92-й год, ну как же, звонят и говорят: Валентина Ивановна, как насчет социального работника? Я говорю: а зачем? Стираю сама, готовлю сама, в магазин хожу сама, все делаю сама. Пока спасибо, социального работника не надо. Понадобится, я к вам обращусь. На программе у Малахова, Валентина Ивановна, вы рассказали, что в общественном транспорте ездите всегда стоя. Вам Да. вот предлагают Да. место уступить, а вы ездите Да, стоя. да, понимаете, ну вот я вошла в метро, молодежь села, она вот с работы едет, уставшая, подумаешь, я никогда перед ними не встаю, я ухожу к двери, в сторонку и все. Даже вот, но надо отдать должное, что интересно. Вот молодые люди, Всегда предлагаю уступать. нет, Не не уступают? русской национальности, нет, Уступают. они наоборот стоят тоже, подходят ко мне и говорят: пойдемте, мы вас посадим. Я говорю: нет, спасибо, я постою. Понимаете? То есть у них вот такое уважительное отношение к старшим. Да? Старшим. Ну а наши что? Наши же все в телефоне, все в смартфоне. И зачем? А я даже никогда в жизни не встану вот здесь. Я встану к двери в стороне. Все. Вот на программе у Малахова понравилось вам? Много вопросов, как она туда попала, по блату, видимо, наверное, и, ну и прочим таких вот. Как вы попали на программу к Малахову? Я попала чисто случайно. Кто-то увидел меня танцующей в Сокольниках. Обратились как раз к Лене, чтобы К Лене узнать... Солнышко. Да, к Солнышко, чтобы узнать этот самый, как говорится, телефон, что чего. И с этого началось абсолютно никакого блата. Никто меня, как говорится, туда не протаскивал, не устраивал. И все. И самое главное, чтобы успокоились. Я ни за что не получаю деньги. И не Я платили, чтобы никогда. попасть на программу? Я подписываю договор, и все, что происходит, идет в благотворительный фонд. Я нигде никогда вот меня ТНТ снимала, Москва-24 меня снимала, Долголетие меня снимала, дальше Гостиный двор меня снимал. Я везде подписала эти договоры, которые все ушло в благотворительный фонд. Вам Всё. понравился Андрей Малахов как человек? Вот. Да, да, он очень приятный, он очень... Вы же общались вне камеры с ним? Да, конечно. Он очень приятный, он очень уважительный, он умеет слушать людей, понимаете? В нем нет этого такого чувства, понимаете, зазнайства или чего-то такого превосходства, или как-то про между прочим. Нет. Мы стали когда танцевать тогда, да? И все. Он пригласил, и я с ним танцевала. И это была не показуха какая-то или что-то, а мы просто танцевали, понимаете? Я сказала: ну что, Андрюш? Он сказал: Валентина Ивановна, я выдохся, я пас, я ухожу. Вот Загоняли Малахова. Загоняла. Ну, в общем и целом, вам понравилось на программе? Мне его вообще Нет, на не программе. На программе понравилось. И программа. Там были разные люди, но очень хорошо все было спланировано, уважительно. И главное, показана суть. То есть показаны были люди со своими, как говорится, пристрастиями, своей любви к делу, да. Вот я любовь к танцам показали, да. Там показали певца к пению, понимаете, показали. Дальше показали шофера, который рыбу развозит, да, который тоже самое. То есть показана суть людей, увлеченных своим делом. А это самое главное. Программа была хорошая. Валентина Ивановна, помимо танцев вот в Сокольниках, в Останкино, чем вы еще вот увлекаетесь, если так можно выразиться, в свободное время? Обязательно хожу в театр. Обязательно хожу на выставки, обязательно встречаюсь с друзьями. Например, раз в месяц я встречаюсь с друзьями, с которыми я работала. Мы пойдем погуляем, потом мы где-то посидим, пообщаемся. У нас стала традиция даже зайти в ГУМ,
съесть мороженое Знаменитое. Да, даже там сфотографироваться. Это обязательно. Все. Дальше, что сказать еще я люблю? Ну, я люблю читать. Вот я была оторвана с ноября месяца. Я люблю читать. Сейчас вот как только очки мне выпишут, представляете себе, я сейчас начну читать. И опять начну это самое, путешествовать. Я же объехала, можно сказать, всю Европу. Я закончила Португалией. Все. И если бы не ковид, уже была спланирована поездка в Америку. Штаты. Да, но из-за ковида потом все это ликвидировалось. Все, я везде была, смотрела, все сняла. Это самое интересное. Люблю. И сейчас вот буду путешествовать по России. Все. Но ведь уже, как говорится, придираются. Мне надо сопровождающим. А я говорю, а я вас сопровождать буду. Не вы меня, а я вас сопровождать буду. Да. Валентина Ивановна, я знаю, что 2 недели назад вам сделали операцию на глазах. Нет, мне сделали 2 операции. 2 операции. Две. Ну, каждый глаз отдельно. 10 марта и 24 марта. 2 операции. То есть глаз, который у меня был потерян, и глаз, который Что был значит с катарактой. потерян? Вы не видели им совсем? А? Вы не видели им совсем? Левым глазом, да, инсульт. Инсульт левого глаза. глаза. Да. При полном благополучии, при отсутствии давления. И Все, вставили новый хрусталик. Но эта часть, которая к носу, как ее не сделаешь, та, которая к виску, вот я сейчас вижу, пожалуйста. это вот в этот глаз хрусталик, да, пожалуйста, вставили? да, вот я вижу уже все. А уже этот глаз само собой. То есть вам в оба глаза вставили Да, хрусталик? Вова. Делали, один сделали и через неделю или через 2 Да, другой? пока не кончились анализы, вот так мне посоветовал оперирующий хирург, который делал, да, доктор наук, профессор делал. Вы довольны Очень, операцией? очень довольна. Институт глазных болезней имени Краснова. Врачи Очень. что говорят? Врачи сказали, все хорошо. Ну, теперь вы будете там ходить, чтобы они наблюдали за вами? Ничего не надо. Я Ничего не- 14 числа еду, мне там подберут очки для чтения. Мы закончили, все. Вы довольны? Все. Ну, Я- и слава Богу. Слава Богу, да. Валентина Ивановна, ну и будем заканчивать, наверное. Последний, вернее, не последний, а заключительный вопрос. Что бы вы пожелали людям, не только зрителям моего канала, кстати, подписывайтесь на канал, что бы вы пожелали, ну, не секрет, что до такого возраста у нас 90% не доживают Да. женщин. Я уже не говорю про мужчин. Да, про мужчин, да. Что бы вы пожелали вот всем людям, которые вас смотрят, и, может быть, что-то посоветовали бы? Я могу единственное проживать людям, чтобы они тоже любили людей, понимаете, любили жизнь. Не были завистливы, не были жадными, не были, понимаете, такими оторванными от жизни. Любили все новое. Вот был кнопочный телефон, а я купила нормальный телефон. Смартфон. А что я в нем понимаю? Ничего, как свинья в апельсине. Я пошла на курсы, и окончила курсы. Да что? Да, я на курсы кончила, потому что... А почему я должна быть дурой, понимаете? Компьютер я владею только как чайник, но он мне особенно и не нужен. Но когда я работала в издательстве, мне приходилось с компьютером иметь дело, но я не влезала глубоко, потому что больше интересовала головка, чем пальчики. Понимаете, в чем дело? Поэтому, конечно, я желаю людям не отставать от жизни, стремиться к чему-то новому узнать, любить жизнь, любить людей, понимаете, быть очень такими, как говорится, коммуникабельными, не замыкаться в себе. Бывает у нас у всех трудные моменты, но надо собрать всю силу воли в кулак и подумать, а другим людям бывает хуже, чем мне. Значит, надо остановиться, надо сделать так, чтобы, как говорится, выйти из этого положения. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы жизнь не проходила на лавочке, не проходила в 4 стенах, а надо выезжать, встречаться, интересоваться. Ну, в общем, любить жизнь. Спасибо, Валентина Ивановна, за интервью. Вот такая она, Валентина Ивановна. Я Да. надеюсь, дорогие друзья, мы с Валентиной Ивановной удовлетворили ваше любопытство. Да. Ну, может быть, конечно, не на все Вопросы. ответили и задал я. Но, как говорится, живем не последний день. Да.
Всего вам Спасибо. хорошего. Спасибо, Валентина Ивановна, за Спасибо, интервью. Игорь. Спасибо за то, чтобы вы развеяли некоторые недоразумения, которые возникают, когда люди меня смотрят. Они не хотят понять, что человек в любом возрасте может себе позволить жить так, как ему хочется, а не так, как ему предписано его возрастом. Не так одевается, не так танцует, не так ведет себя. А иногда даже вот были же у нас танцы похулиганить. Да, Они же так да. и были. Это не потому, что я что-то там выпендривалась и хотела что-то показать. Ну, было хорошее настроение, похулиганили. Ну и что в конце? Могу себе пока позволить. Кстати, а вы вальс можете танцевать? Вальс? Да. Да. Вот, а то вот надо вальс танцевать, а они там прыгают, как козы. Да, и вальс танцую. А уж как танго мы с Марком танцевали, и джаз мы с Марком танцевали. На Нагорной, к сожалению, там не было снято. Никто так не танцевал. Люди останавливались, и мы с ним это вдвоем. Потому что он старой школы, он будет так, ну нет ни одного сейчас мужчины у нас там, чтобы я вот могла так танцевать, как я с ним танцевала. До сих пор вспоминаю. Больно. Спасибо, Валентина Ивановна. Всего вам хорошего и до новых Спасибо, встреч. спасибо. И тебе, Игорек, большое спасибо.